гнев? How to eliminate this anger from you? This is the question. Yes. For that we have to know what we have to do, just not by medicine, only medicine. Для этого мы должны как раз узнать, что мы должны делать, не только прибегать к лекарствам. And so first we have to try to understand where is the point of disturbance. The disturbance is not just in the body. Первое, что мы должны очень хорошо усвоить, что наши проблемы не начинаются в теле. В теле ничего не начинается, все идет от ума. What the science of homeopathy or science of Ayurveda, these sciences explain is that Что объясняет и аюрведа, и гомеопатия? Она объясняет, disease что болезнь does not exist in не the существует physical в tissues. физических тканях. Болезни в физических тканях не существуют. So this is what you find any disturbance in the physical body is the result of disease on the inner planes. Все, что мы находим как болезнь на физическом плане, является лишь отражением болезни в каких-то внутренних слоях нашей конституции. Disease is something not properly understood by the modern medical science, because disease is not a different entity. Чего не понимает современная медицина? Она не понимает, что болезнь не является чем-то внешним по отношению к человеку. So disease is a disturbed state of our inner structure. It is not something on the physical tissue. Нужно понимать, что болезнью является неправильное состояние каких-то внутренних слоев нашей конституции. So we have to, when we know properly what health is, Если мы не понимаем правильно, что такое болезнь, then we can understand that disease is nothing but a disturbed state of the natural condition. если мы правильно будем понимать болезнь, тогда мы будем говорить о том, что это просто неправильное состояние каких-то внутренних сил. So according to these sciences, И в соответствии с, согласно аюрведе и гомеопатии, health and disease are only two different states of functioning of the same force. болезнь и здоровье являются двумя разными состояниями функционирования одной и той же жизненной силы. When our life force or the vital force, Когда наша жизненная сила или витальная сила, не знаю, when it is по-любому можно ее назвать, in its natural state of functioning, когда она находится в своем природном, естественном состоянии действия, then it is the state of health. это мы можем квалифицировать как состояние здоровья. Because in that state, Потому что в этом состоянии our vital force sustains наша жизненная сила поддерживает and protects us. наше тело и защищает его. Because it is the Тело и ум. it is the structure, it is the function of the distribution of the energy. That is what we call vital force. Жизненной силой мы называем распределение энергии по нашей конституции. So when this is disturbed from the original function, И когда возникает какое-то нарушение ее естественного хода, it takes a different structure, a different type of function. тогда ее функционирование начинает происходить по-другому, не так, как в здоровом состоянии. And this different state of functioning is to be understood as disease. И это другое состояние работы жизненной силы мы квалифицируем как болезнь. Мы должны понимать как болезнь. Болезнью является другая форма действия нашей же жизненной силы. It is just like the relationship between light and darkness.
Это подобно взаимоотношению света и тьмы. Generally we consider light and darkness as two different entities. Обычно мы считаем, что свет и тьма это две совершенно разные вещи. If they are two different entities, they should exist together. It should be possible that they can exist together. Но если бы это были две разные вещи, тогда они могли бы одновременно проявляться. But light and darkness can never exist together because Но they are not свет two и тьма different entities. свет и тьма никогда не появляются перед нами одновременно, потому что это не две разные вещи. Absence of light is darkness. Потому что отсутствие света это является темнотой. In the same manner, Точно так же. health and disease Точно так же взаимоотносятся здоровье и болезнь. are two different phases Здоровье и болезнь являются двумя разными лицами of functioning of the same force. или двумя разными фазами функционирования жизненной силы. So when you find that there is a distorted state of functioning of the vital force, Когда мы находим, что у нас есть неправильное функционирование жизненной силы, then you have to understand that that is in a diseased condition. тогда мы это квалифицируем как болезненное состояние. Then what is the procedure for cure? Тогда в чем будет процедура излечения? So the cure is to restore the Излечение? original function. Излечением является восстановление первоначального функционирования. When you can bring this force to normal functioning, Когда мы возвращаем эту силу к ее нормальному функционированию, к состоянию ее нормального функционирования, then your health is restored. тогда наше здоровье, оно восстанавливается. That is what is called cure. И именно это мы называем исцелением. So how can this process of restoration possible? И как мы можем это сделать? Generally we think that it is by some substance like medicine. Наш обычный способ мышления, это мы думаем, надо принять какой-нибудь препарат. Yes, medicine is also needed at certain extent, but the medicine should be in a very, very minimum quantity. Действительно, нам иногда нужно помочь каким-нибудь препаратом, но этот медикамент, он должен быть в самом минимальном количестве. The science of homeopathy explains Наука гомеопатии объясняет, that when you have to deal with the vital force to restore its functioning, что когда мы должны заняться своей жизненной силой и восстановить ее нормальное функционирование, then the medicine is also to be applied in that plane of consciousness. тогда, так как мы восстанавливаем действие жизненной силы, которая это тонкий уровень нашего существования, тогда и медикамент, который мы применяем, должен действовать на этом тонком уровне, а не на уровне физического тела. So that means when the disturbance is in the higher plane, if you just apply the medicine in the physical plane, how can this medicine cure that disturbance? Здесь нужно понять вот этот нелепость подхода, когда мы понимаем, что болезнь всегда существует только на тонком уровне. Если мы начнем применять медикамент на уровне физического тела, на материальном уровне, тогда как это может подействовать на тонкий уровень? Suppose when a person is very much suffering Например, человек очень сильно страдает, from anxiety and fear, у него, слово забыла, тоска, тревога и страх. so there is great fear and anxiety in the mind, due to which this person
is not able to take food properly, not able to eat, not able to sleep. У человека очень сильная тревога, очень сильный страх в уме. Из-за этого он не может нормально спать, нормально есть. So then it is a disturbance very clearly indicated on the level of mind. It is on the mind. В этом случае мы очень хорошо понимаем, что его болезнь, его болезненное состояние возникло именно на уровне ума. So when there is this fear and anxiety and constantly disturbing the mind, this disrupts the functioning of the vital force. И то, что у него в уме происходит постоянно вот это вот состояние страха и тревоги, и это мешает нормальному функционированию физического тела, создает нарушение на уровне физического тела. So when this person goes to the doctor and says, "Doctor, I am not able to sleep, I have this fear and anxiety." И когда он приходит к доктору и говорит, вот у меня всякие страхи, я не могу спать, then what the doctor will say, if he makes all the tests and investigations, nothing is found because this is in the mind. Тогда что делает доктор? Он посылает на разные сделать разные анализы, исследования, но кровь идеальная, все органы в идеальном состоянии и нет никакой болезни. Потому что все это существует на уровне ума. Then what the doctor will do? He will prescribe some tranquilizer. Тогда что сделает доктор? Он пропишет транквилизаторы. So if you take the tranquilizer, can you eliminate this fear from the mind? И если человек принимает транквилизаторы, разве у него этот страх исчезает? You only get a sleep for a few hours. Он просто засыпает на несколько часов. But when you are awake, once again you have. Но когда он просыпается, у него его страх и тревожность там же, где были. So the doctor prescribes you take tranquilizer every night. Тогда доктор говорит, принимайте транквилизатор каждый день, каждую ночь. Here what the problem, the disturbance is on the level of mind, and you are giving something on the physical level. И здесь вот мы видим такой подход, когда болезненность существует на уровне тонком, на уровне ума, а медикамент дается на уровне физического тела. Транквилизатор дается на уровне физического тела. So how can you cure the person? Как это может вылечить человека? So if you have to give a medicine, you have to give the medicine also at that level, not on the physical level. Правильным подходом будет, что если болезнь возникла на уровне ума, значит и препарат должен даваться в такой форме, которая, в тонкой форме, которая действует на уровне ума, а не на уровне физического тела. And how medicine can be given on the level of energy and on level of mind is not understood by the modern science. Но беда в том, что современная медицина не понимает, как можно дать препарат, который действует на уровне тонком, на уровне энергии или на уровне ума. All this psychiatric treatment, what you find in the modern medicine, is once again dumping the medicine. Dumping means loading the medicine into the body. Все, что мы видим в психиатрии, например, это то, что человека загружают всякими медикаментами, которые действуют на уровне физического тела и подавляют. To keep the cells of the brain benumbed, to make the brain cells numb. Которые просто подавляют деятельность мозга. Просто подавляют. Не дают мозгу. So if you ask the doctor how long I have to take this medicine, so the answer is the whole life. И когда пациент спрашивает, а как долго мне это принимать, доктор говорит, всю жизнь. That is because there is no solution how to make this medicine work on the level of mind. It is only in different levels. Потому что у них нет решения, как заставить медикамент действовать на уровне тонкого тела. So therefore, the understanding of health and disease, it is not properly found in the normal use of medicine. What is health and what is disease is on the level of
energy and consciousness, that is to be understood not on the physical level. Поэтому и здоровье, и болезнь нам следует понимать на уровне сознания, а не на уровне тела. Потому что тело это только результирующее действие нашего сознания. So there is only in the Ayurvedic and the homeopathic systems that you have the procedure, the phenomenon of potentization. Только в гомеопатии и аюрведе существует такой феномен, который называется потенцированием. It is also called dynamization. Или динамизация. So a substance which is to be applied as medicine should be dynamized. Обе науки говорят о том, что субстанция, которую должен принять пациент как медикамент, она должна быть динамизирована. To raise it to the level of inner consciousness. Динамизацией является на самом деле поднятие препарата на уровень сознания. Процесс, когда препарат начинает действовать не на уровне тела, а на уровне сознания. This process is this process of dynamization is based on the principle that matter and energy are interconversible. So you reduce the matter and increase the level to the energy. И динамизация построена на законе взаимного перехода двух состояний, состояния материи и силы. И закон гласит, что чем меньше масса материи, тем выше уровень энергии. So the medicine is reduced very much to very minimum quantity in this process. Таким образом, в ходе этого процесса количество самого медикамента оно уменьшается и уменьшается до невообразимого минимума. Otherwise, when a person is suffering from fear, fear is something not physical. It's completely on the level of mind. А иначе такие вещи, как страх, например, в уме, он существует на очень высоком уровне, на уровне сознания, он не относится к физическому телу. Suppose a child has a fever and delirium. Например, у ребенка высокая температура, начался бред. And in the delirium, the child is very anxious because he sees some creatures and all these things. И в этом состоянии ребенок очень возбужден, показывает себе крайнюю тревогу, потому что в состоянии галлюцинации он видит каких-то существ страшных. So he'll be screaming and слышит какие-то страшные там вопли. Then if you take the child to the normal doctor, what he does? Тогда, если мы возьмем этого ребенка, приведем к обычному доктору, что он сделает? He will only give medicine to reduce the temperature. Тогда он даст ему препарат, который снизит его температуру. So with that medicine, for a few hours, temperatures goes down, and after 6 hours, then again it goes up. И в этом Delirium increases. Это жаропонижающее, оно сработает на несколько часов, часов на 6, после которых опять сильно поднимется температура и опять начнется бред. And the doctor considers only the result of the blood test or all these things, how much is temperature, what is the blood test and all these things, and gives medicine only for that. But what about all Потому this что современная fear and медицина, она all this? ориентируется только на результаты анализов, на результаты анализов крови и прочих исследований, и дает препараты только на этом основании. So with great difficulty, by dumping all these medicines, the fever will be controlled, but for a long time the child suffers from weakness, from all these things. Но если таким образом вновь и вновь ему давать жаропонижающее, в конце концов, да, оно будет взято под контроль, но ребенок тогда будет выздоравливать очень долго, у него очень долго будет сильнейшая слабость и всякие другие побочные эффекты этой температуры. But what we do in homeopathy? А что мы делаем в гомеопатии в таком случае?
we consider these things, what is at the level of mind, the fear and the anxiety and the delirium and all these things. Мы смотрим, кроме температуры, на то, что происходит на уровне ума, вот это вот высокая температура, сопровождающаяся бредом, галлюцинациями. Then we select the remedy which can produce such condition in a healthy person. И тогда мы выбираем тот препарат, который у здорового человека вызвал бы точно такое же состояние, сильнейшее поднятие температуры, бред и галлюцинации. And that remedy is given in such a dose that the substance is very much dynamized, there is no physical matter, and it is given a dose. И мы дадим его в такой дозе, в которой препарат динамизирован. Это значит, что материальная его составляющая минимальная, а энергетический уровень максимальный. В смысле, а сила его максимальная. This medicine acts on the energy level. И нужно понимать, что этот препарат будет действовать на уровне энергии, а не на уровне тела. And then the child first is relieved from all these disturbances, the delirium, the fear and anxiety. И тогда первое, что пройдет у ребенка, это у него пройдут галлюцинации и бред. And then automatically the temperature and all these things will come down. А потом автоматически уже придет в норме температура и его здоровье восстановится. And the recovery of the child is faster, very fast. Within И он 2 выздоровеет days he will be в normal. течение двух дней без всяких последствий. So this is where you can see, if medicine is to be applied, it is to be applied in dynamic form. И это то, что нужно усвоить. Если уж мы применяем медикаменты для лечения, тогда они должны всегда применяться в динамизированной форме. So the homeopathic science and Ayurvedic science, these sciences are based on the principles. They give importance to the principles. И гомеопатия, и аюрведа, они всегда придают главное значение принципам. So there are principles that govern Есть принципы, которые руководят the state of health. Состоянием здоровья. But in the modern medicine is based not on principles, it is only on the laboratory investigations and then opinions of Но современная медицина, к сожалению, не основывается на принципах, она основывается на исследованиях лабораторных, экспериментальных, и в общем результатом является то, что мы имеем. So the real solution for the problem is given only when you follow the principles. When you understand the principles, then only you can. Но по-настоящему решить проблему возникшую мы можем только тогда, когда будем следовать принципам. So unless you Принципам, имеется в виду принципам, законам, которые медицина должна знать. So unless you can recognize the problem on the level of energy and on the level of mind, you cannot make any proper solution for the person. Когда мы лечим человека, если мы не распознаем ее корень на уровне ума и уровня энергии, мы никогда не дадим правильного решения, мы никогда не сумеем исцелить человека. And another thing is that Now we have to have small break. Okay. Да, сейчас минут 10, 15, наверное. Then we can